Всем привет! В этом ролике вяжем красивую шапку. Можно носить ее как с помпоном, так и без. Шапка с теплым отворотом, отворот с красивым краем, авторский узор на шапке. Вяжу на обхват головы 52-54 см. У шапки удлиненная макушка, общая длина 30 см, ширина 20 см. Вяжем из пряжи Rosetti First Class в составе мериносовая шерсть и микрофибра. В мотке на 50 грамм 115 метров. Нить классической скрутки. Пряжа в процессе вязания не расслаивается. На ощупь пряжа нежная, приятная. После ВТО становится еще мягче. Такая универсальная пряжа для теплых изделий. Мой цвет 149,05, глубокий терракотовый. Рекомендуются спицы 3,75, 4,5. Но мы будем вязать в 2 нити на спицах 5,5. Расход на шапку 3 мотка. Оставляем длинный конец нити. На спице с леской 40 см обычным способом. Для обхвата головы 52-54 см набираю 80 петель. Количество петель должно быть кратно 8 для основного узора. То есть для большего размера наберите плюс 8 петель. Набрали нужное количество. Плюс 1 петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание, следим за тем, чтобы коса наборного ряда вся смотрела в центр круга и нигде не перекручивалась. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем и разворачиваемся. Разворачиваемся для того, чтобы отворот был с красивым краем, а не с узелками. Уводим нити назад и начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Формируем резинку 1 на 1. Далее над лицевыми будем вязать лицевые, над изнаночными изнаночные. Всего надо провязать около 25 рядов для отворота. После того, как провязали нужную длину отворота, переходим к вязанию основного узора. Первый ряд. Провязываем лицевую на ряд ниже. 2 изнаночные, 1 лицевая, вытягиваем петлю между петлями, провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные. Провязали раппорт 8 петель, повторяем. Лицевая на ряд ниже, 2 изнаночные, 1 лицевая, вытягиваем петлю рабочей нитью меж петель, 2 лицевые, 2 изнаночные. Таким образом довязываем этот ряд до конца. Второй ряд узора. Лицевая, 2 изнаночные, петлю плюс вытянутую петлю провязываем вместе лицевой за передние стенки. 2 лицевые, 2 изнаночные. Повторяем раппорт до конца ряда. Лицевая, 2 изнаночные, 2 петли вместе лицевой за передние стенки, 2 лицевые, 2 изнаночные. Третий ряд основного узора. Лицевая на ряд ниже, 2 изнаночные, 1 лицевая. Из-под протяжки вытягиваем петлю рабочей нитью. И нам надо поменять ее местами со следующими 2 петлями, так чтобы эта вытянутая петля оказалась сверху. Провязываем 3 петли лицевыми за передние стенки. 2 изнаночные. Повторяем раппорт. Лицевая на ряд ниже, 2 изнаночные, 1 лицевая. Вытягиваем петлю из-под протяжки, меняем ее местами с 2 петлями. Провязываем эти петли лицевыми. 2 изнаночные. Так вяжем до конца ряда. Четвертый ряд узора. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая, лицевая, 2 вместе лицевой за передние стенки, 2 изнаночные.
Повторяем наш раппорт. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая, лицевая, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные. Далее будем повторять 4 этих ряда на нужную нам высоту. Я провяжу 9 раппортов. Провязали 9 раппортов в высоту. Такой у нас отворот с красивым краем. Узор выглядывает из-под отворота. И мы приступаем к убавлениям для макушки. В первом ряду с убавлениями сокращаем изнаночные петли. Провязываем лицевую на ряд ниже. 2 изнаночные провязываем вместе за заднюю стенку. Далее вяжем по узору. Здесь у нас лицевая. Вытягиваем петлю. 2 лицевые. 2 изнаночные. Снова провязываем вместе одной. Так будем повторять до конца ряда. Просто 2 изнаночные провязываем вместе. Узор повторяем. Следующий ряд провязываем по узору, так как у нас лежат петли. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Здесь 2 петли провязываем вместе, 2 лицевые. То есть просто вместо 2 изнаночных у нас стала 1 изнаночная. Следующий ряд с убавлениями. Лицевую провязываем на ряд ниже. Убираем вот эту изнаночную. Для этого меняем ее местами со следующей лицевой. Одновременно лицевую разворачиваем. Провязываем ее вместе с изнаночной лицевой за задние стенки. Далее по узору из-под протяжки вытягиваем петлю. Меняем местами со следующими 2 лицевыми. Провязываем эти петли лицевыми. Одна изнаночная. Повторяем наш раппорт. Лицевую провязываем на ряд ниже. Меняем местами 2 петли. Разворачиваем лицевую петлю. Провязываем ее вместе с изнаночной лицевой за задние стенки. Вытягиваем петлю из-под протяжки. Меняем местами со следующими 2 петлями. Провязываем их лицевыми. Одна изнаночная. Довязываем таким образом ряд до конца. В следующем ряду убираем из узора вот эту изнаночную. Последнюю изнаночную уберем вместе с первой петлей в конце ряда, поэтому пока ее просто переснимаем. Вяжем по узору 2 лицевые. 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Далее 2 петли нам надо провязать вместе. Разворачиваем изнаночную, провязываем 2 петли лицевой за передние стенки. Повторяем 2 лицевые, 2 петли вместе по узору. Разворачиваем изнаночную, провязываем вместе со следующей петлей лицевой за передние стенки. Так вяжем до конца ряда. В следующем ряду с убавлениями провязываем 2 петли вместе, 1 лицевую, снова 2 вместе, 1 лицевую. Довязываем таким образом ряд. В конце ряда остаются 2 лицевые. В следующем ряду провязываем все петли лицевыми. Снова ряд с убавлениями. 2 вместе, 1 лицевая, снова 2 вместе, 1 лицевая. Вяжем так до конца ряда. Далее нить отрезаем, вставляем в иглу с широким ушком, протягиваем нить через наши петли. Затягиваем макушку, уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны еще раз затягиваем и хорошенько нить закрепляем. Конец нити пропускаем
вдоль задних стенок петель по диагонали в одну сторону и в другую. Прячем все хвостики и отправляем шапку на ВТО. Такая красота у нас получается. Ширина шапки сейчас 20 сантиметров, общая длина 30 сантиметров. И вот наша шапка после ВТО. Нить раскрылась, ширину и длину изделия не изменилось. Можно носить как с помпоном, так и без него. Очень красивая и удобная вышла шапка. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.